Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила. Если вы не подпишетесь на мой канал за секунду и не поставите лайк. Секунда прошла. Рейн был самым слабым, уродливым и одиноким неудачником, которого выгнали с вечеринки героев за то, что он был самым никчемным товарищем по команде. Каждый божий день его жизни был наполнен страданиями, пока он не встретил самую горячую девушку-кошку, которая дала ему самые мощные способности, чтобы победить легендарных монстров, бродящих по всему миру. Не успел он опомниться, как создал свой собственный гарем и стал известен как величайший легендарный искатель приключений. Но когда он был всего лишь мальчиком на побегушках у группы неблагодарных героев, лидер группы вызвал Рейна на базу, сказав ему, что они собираются уволить его за то, что он был так бесполезно. Он задавался вопросом, почему они захотели избавиться от него, но все они кричали ему в лицо, говоря, что модник Дискорд может контролировать больше котят, чем он сам за всю свою жизнь укротителя зверей. Итак, Рейн покинул базу, убитый горем из-за предательства своей команды, и пообещал никогда не возвращаться. Оказавшись в городе, он задавался вопросом, как ему выжить, ведь у него не было работы, он был нищим и ему некуда было идти. Но несколько детей подошли к нему, чтобы составить компанию, и попросили показать им свои редкие способности животных. Поэтому, используя временное заклинание, Рейн вызвал орла на землю и заставил его склониться перед ними. Дети были очень взволнованы и называли его своим образцом для подражания, говоря, что восхищаются им больше, чем другими придурками, притворяющимися героями. Их добрые слова вдохновили его. Поэтому Рейн решил применить свои навыки на практике и стать искателем приключений. В гильдии искателей приключений Рейн увидел Роксану. К черту, это неправильное шоу. Рейн познакомился с огромными пушечными ядрами Натали, и она приветствовала его в гильдии, объяснив, что его работа будет заключаться в том, чтобы ловить монстров и защищать граждан. Однако Рейн уже был захвачен ее огромными ракетами, и ему нужно было больше времени, чтобы посмотреть на них, поэтому он попросил ее продолжать. Она начала объяснять систему ранжирования монстров и искателей приключений в этом мире. Она сказала ему, что ему нужно пройти пробное задание, прежде чем стать искателем приключений, и ему нужно будет победить группу монстров. Узнав, что он укротитель зверей, Натали испугалась за его безопасность и попыталась отговорить его от участия в этом задании, но он отказался и был полон решимости проявить себя. Как только он прибыл, Рейн обнаружил группу гремлинов, поедающих украденные фрукты, поэтому он вытащил свой нож и бросился на них. Он убил их всех и собрал их рунные камни на пне дерева, любуясь своим сокровищем. Как только он положил их в свою сумку, он услышал крик, доносившийся из глубины леса, и сразу же бросился туда, чтобы посмотреть, кто это был. Как только он приехал, он обнаружил девочку, напуганную огромным тигром-убийцей, который был готов ее сожрать. Прежде чем тигр успел начать свою атаку, Рейн немедленно набросился на него и ударил зверя своим ножом. Однако тигр был монстром Ди-ранга, поэтому его титановая фурза сломала нож Рейна пополам и отправила его в полет на землю. Он обратил свое внимание на него и в этот момент был готов покончить с его жизнью. Но девочка внезапно подпрыгнула высоко в небо и, нанеся мощный удар ногой по шее тигра, убила его в тот же миг. Присмотревшись повнимательней к таинственной девушке, Рейн обнаружил, что она принадлежит к редкому виду существ, обладающих высококлассными способностями, которые называются кошачьими духами. Однако удар от убийства тигра истощил всю ее энергию, в результате чего она упала в обморок в его объятиях. К счастью, у него в сумке было немного еды, и он предложил ей немного, поэтому она представилась как Канаби. Сразу же полюбив его и поблагодарив за то, что он спас ее до того, как она умерла, она встретила свою гибель. Рейн спросил ее, почему она одна в лесу, и она сказала ему, что отправляется в путешествие, чтобы открыть для себя чудеса этого мира. И видя, что он обладает особыми способностями укротителя зверей, она поверила, что он может взять ее под контроль и разделить с ней ее силы. Рейн понял, что он наконец-то может стать более могущественным, используя способности Канаби, поэтому он согласился и стал ее мастером. После того, как он прикусил зубами палец, капля его крови упала ему на руку, активировав связующее заклинание между ними. Так что они произнесли свои имена и соединили свои сердца, передав свои ауры друг другу в виде постоянной связи. После того, как все это закончилось, у Канаби на руке появился символ, символизирующий их союз. В гильдии авантюристов Натали поздравила Рейна с тем, что он успешно прошел испытание, и вручила ему удостоверение личности, официально присвоив ему звание авантюриста ранга F. Сразу после этого Рейн получил 50 медных монет, но он счел это небольшой наградой за свои хлопоты. Пытаясь подбодрить его, Натали предложила ему принять участие в большем количестве миссий, чтобы получить более высокую зарплату. Позже на приеме Рейн сказала Кейбу, что теперь он является официальным членом гильдии, и она была очень рада за него. Но когда они уже собирались уходить, к Кейбу подошел высокомерный авантюрист и начал ухаживать за ним с помощью гладких львиных перьев из его любимого субредита. Однако на его параде царил дождь, который говорил ему, что она уже принадлежит ему. Ревнуя к их союзу, мужчина вызвал Рейн на поединок по армрестлингу, заявив, что победитель оставит девушку себе, поэтому Рейн согласилась принять участие в соревновании. Они столкнулись лицом к лицу, и Рейн схватилась за руки с мужчиной в состязании силы, каждый из которых стремился одолеть другого. Однако Рейн ударил ладонью по
и мужчина упал на землю, плача. Насмотревшись вдоволь, Натали извинилась перед Рейном и Канабе за его непослушное поведение и призналась, что была впечатлена силой Рейна. Но даже Рейн был потрясен, потому что не понимал, что связь с Канабе улучшит его физические способности. Позже в тот же день они отправились в поле собирать травы, и это было первое задание Рейна в качестве искателя приключений. Но Канабе был разочарован, ожидая вместо этого опасного задания. Однако Рейн сказала ей, что он должен проявить себя, прежде чем его назначат на более сложные задания, и когда он произнес свои последние слова. Он управлял кроликами с помощью своих специальных навыков, заставляя их собирать достаточно трав, чтобы ускорить его работу. Откуда ни возьмись, они услышали крик и побежали к нему. Когда они прибыли на место происшествия, то увидели группу бандитов, которые грабили старика и были готовы убить его, но Рейн бросился на них, полной решимости спасти этого человека. Он нанес бандитам несколько ударов руками и ногами, жестоко избив их и поразив Канобе своими навыками боевых искусств. Старик поблагодарил его, но признался, что боится, что бандиты вернутся. Так вот, Рейн решил захватить их всех и не допустить, чтобы это когда-либо произошло. Однако Канобе эта идея не понравилась, так как их было больше сотни. Но Рейн заверил ее, что у него есть идеальный план. С помощью белки Рейн обнаружил убежище бандита и попросил Канобе созвать рыцарский орден, чтобы присоединиться к атаке. После того, как она ушла, Рейн использовал свой особый навык и управлял армией пчел, заставляя их жалить бандитов и усыплять их всех. Когда Конов прибыл с подкреплением, они все были удивлены при виде спящих бандитов, удивляясь, как Рейну удалось вырубить их всех. Внезапно пещера начала рушиться, и 3 гигантских королевских ящера появились из темноты, готовые напасть на любого, кто окажется в поле зрения. Один из королевских ящеров попытался напасть на Рейна, но тот вырубил его одним ударом, и Канабе взлетел высоко в воздух, вырубив еще одного королевского ящера с невероятным ударом ноги. Рейн немедленно приказал искателям приключений вызволить бандитов из пещеры, оставив его и Канабе позади. Вместе они бросились к другому королевскому ящеру и начали мощную атаку на него, и в этот момент Рейн понял, что ему повезло, что Канабе был рядом с ним. К счастью, они оба покинули пещеру невредимыми, и люди осыпали их похвалами. Получив награду за печально известных бандитов, они вернулись в гильдию искателей приключений. В гильдии Натали рассказала Рейну о его повышении с ранга F до ранга I в знак признания его недавних достижений. Так что на свои призовые деньги они купили себе новое снаряжение и вместе поужинали шикарным ужином. Конови была очень взволнована, увидев удобные кровати в своей комнате, роскошь, о которой она никогда не думала, что у нее когда-нибудь будет такая роскошь. Однако ее волнение полностью исчезло, когда она поняла, что ей придется делить комнату с уродливой задницей Рейн. Так вот, она начала жаловаться на то, что ей приходится делить комнату с жутким, одиноким, уродливым, отвратительным неудачником. Черт возьми. Так что, чтобы ей было удобнее, Рейн предложил разбить лагерь на улице, но Канабе почувствовала себя неловко из-за этого и попросила его остаться. Шли недели, а Рейн и Канабе продолжали наслаждаться хорошей жизнью, о которой всегда мечтали. Однако в один прекрасный день им сообщили о могущественном головорезе, который дрался с путешественниками, двигавшимися по мосту в город. Так что Рейн согласился на это задание, надеясь на огромную награду, которую он получит. Когда они подъехали к мосту, то увидели прекрасного красного дракона, летящего по воздуху, а после приземления он превратился в красивую женщину, называющую себя Таней, которая сказала им, что им не разрешили пройти без боя. Рейн был удивлен, обнаружив, что этот страшный головорез на самом деле был женщиной, поэтому он спросил, действительно ли она ответственна за нападение на путешественников. Признав это, она объяснила, что мост был тренировочной площадкой для ее клана, и сказала, что единственный способ пройти через него – это победить ее. Когда началась битва, Таня нанесла мощный удар в сторону Рейна, и он едва успел защититься. Однако она была впечатлена его силой и выпустила свое огненное дыхание, случайно обжег хвост Кейба. Кейб разозлился и столкнулся с Таней лицом к лицу, полной решимости победить ее. Пока Рейн наблюдала, как Кейб стоит на своем, сопоставляя силу Тани с ее собственной, он попытался атаковать Таню из ее слепой зоны. Но она поймала его в воздухе и, увидев открывшуюся возможность, подбросила их обоих в воздух, готовая обрушить на них еще одно огненное дыхание. Однако в последний момент они оттолкнулись друг от друга ногами, едва увернувшись от ее атаки. Увидев, как им удалось уклониться от ее последней атаки, Таня сказала, что они заслужили ее восхищение. Но Рейн решил сражаться как настоящий укротитель зверей и попросил Канабе выиграть для него немного времени. Согласившись, она снова наняла Таню, а он заключил временный контракт с птицей, попросив ее вызвать подкрепление. Когда прибыло подкрепление, Рейн возглавил атаку на Таню, подавляя ее ядами, пока она не стала парализованной. После битвы он рассказал, что птиц звали Пидо, и было известно, что они обладают мощным ядом, способным сразить любого монстра. Теперь, когда она потерпела поражение, Таня задалась вопросом, не продадут ли ее, чтобы она стала чьей-то рабыней по заговору,
но Рейн пообещал пощадить ее. Он попросил ее вместо этого присоединиться к его команде, и она согласилась. Таня решила сдаться, видя, что не может продолжать борьбу. Но Рейн не хотел, чтобы она уходила навсегда, поэтому он попросил ее присоединиться к его команде, но она подумала, что он собирается заставить ее развивать заговор вместе с ним. Однако Рейн заверил ее, что просто хочет остаться рядом с ней. Так что после того, как Канаби начал издеваться над ней за отказ, она в конце концов согласилась. Позже в тот же день они вернулись к чувству вины, чтобы потребовать свою награду, и Натали была удивлена, узнав, что они победили могущественного монстра. Заметив Таню, она задалась вопросом, не была ли она драконом, но Рейн отрицал это и немедленно вытащил ее наружу, прежде чем она начала раскрывать все их секреты. Когда они шли по городу, Рейн предупредил Таню, чтобы она никогда никому не раскрывала свою личность, зная, что это повергнет людей в панику. Но когда он произнес свои последние слова, то заметил, что она уже исчезла и начала показываться всем на глаза. Так что они вывезли ее за город, и Рейн рассказал ей о безопасном месте, куда она могла бы пойти, предупредив, чтобы она держалась подальше от неприятностей. Однако она захотела остаться с ним и попросила его разработать план вместе с ней. Так что он согласился, понимая, что не может упустить эту единственную в жизни возможность развить сюжет, единственное, чего не удалось достичь каждому главному герою аниме. Через несколько минут он порезал палец, позволив крови капнуть на его руку, и начал создавать связующее заклинание между ними. Когда он произносил это заклинание, под ногами Тани возник магический круг, и ее окружили магические кольца. После того, как она произнесла свое собственное имя, магический круг в руке Рейн перелетел в ее руку, образовав постоянную связь, точно так же, как с Кейбом. В ту ночь, когда Рейн спала на полу, Таня и Кейб поспорили о том, кто будет смотреть, как он спит. На следующий день они отправились на новое задание поохотиться на слизняков, но после долгих поисков, так ничего и не найдя, Рейн решила наложить заклятие на птицу. Когда он заглянул ей в глаза, он потерял сознание, и его разум переместился в тело птицы, используя его как свое собственное. Он объяснил эту технику Тане и Канабе, отбросив в сторону свое разочарование из-за того, что не смог почувствовать прекрасное тепло доспехов Тани, и в конце концов улетаю прочь. Несколько часов спустя они нашли сотни слизняков, и Канаби поднял камень, готовый раздавить их. Но Таня остановила ее, предложив Рейну воспользоваться возможностью попрактиковаться в магии огня. Она подтолкнула его вперед. Поэтому он сосредоточился на своей магии и, выпустив огромный огненный шар, вызвал мощный взрыв, который уничтожил слизняков перед ним. Увидев удивленное выражение на его лице, Таня сказала ему, что он приобрел ее драконью силу точно так же, как приобрел физическую силу Кнаби. Когда стало появляться все больше слизняков, Рейн увидела в этом возможность попрактиковаться дальше. Поэтому он попросил Таню научить его использовать остальные свои силы, но она оказалась учителем из ада. Позже, тем же вечером, после того, как они съели свой ужин, Таня спросила Рейна, как он стал укротителем зверей, и он рассказал им свою историю. Когда он был моложе, его родители были укротителями зверей, из-за чего он вырос, практикуя магию. Он сказал, что однажды после тренировки до поздней ночи он понял, что его деревня охвачена огнем, и поспешно побежал домой. Однако, когда он прибыл, то обнаружил, что все были убиты монстрами, а к утру его спасли рыцари города, и ему разрешили жить в гостинице и работать, пока он не повзрослеет. В конце концов, он присоединился к группе героев, где надеялся добиться признания. Но он ничего не добился, и его просто использовали для того, чтобы прикрывать спины всех остальных. Когда он начал чувствовать себя жалким из-за того, каким темным было его прошлое, Канаби взяла его за руки и сказала, что он самый добрый человек из всех, кого она знает. За то, что он всегда спасал других, и что он никогда не должен чувствовать себя жалким из-за этого. Таня держала его за руку и говорила ему, что он слишком добр для его же блага, но ей очень нравится это в ее новом хозяине. Однако они оба были взбешены из-за вечеринки героя и хотели принести им разрушение, но Рейн хотел, чтобы он мог прожить остаток своей жизни. Свою жизнь вместе с ними. На следующий день они отправились на новое задание – сжигать и убивать орков. Таня думала, что это будет легко, поэтому она поспешила найти еще несколько орков, и после того, как нашла нескольких из них, Канаби бросил камень в орка, сразу же разбив ему голову. Один из других орков бросился на Таню, но она ударила его своим хвостом, уничтожив его в тот же миг. Подобрав рунный камень, она приблизилась к другому орку, готовая сжечь его своим пламенем. Но он схватил ее за лодыжку и повалил на землю. Однако она обожгла ему лицо и воспользовалась моментом, чтобы отдохнуть от усталости. Но к ней сзади подлетел еще один орк. Но, к счастью, дождь появился как раз вовремя, что позволило Канибе ударить его ногой в лицо и уничтожить на месте. Увидев, что драка закончилась, дождь залечил его рану с помощью магии и попросил Таню не чувствовать себя плохо после того, как заметил виноватое выражение на ее лице. Позже в тот же день я сказал Рейну, что Таня винит себя в его ножевом ранении. Поэтому, чтобы быть уверенным, что она больше не причинит ему вреда, она решила на некоторое время держаться подальше от команды. Поэтому Рейн решил пойти и поискать ее. Как только он нашел Таню, она начала извиняться перед ним, говоря, что несет ответственность за его травму. Однако его это не беспокоило,
и он сказал ей, чтобы в следующий раз она была осторожнее. Когда он сказал ей, что Кейп действительно беспокоился о ней, Кейп сразу же присоединился к ним и начал говорить Тане, что она очень важна для них, обнимая ее и плача. В ту ночь, когда Рейн спал, Таня тихо наблюдала за ним и поняла, что, возможно, она ловит для него рыбу. Но так как она восхищалась им, то подумала о том, чтобы остаться рядом с ним навсегда. Несколько недель спустя, во время очередного квеста, они наткнулись на членов отряда героя «Взрыв из прошлого Рейна». После того, как они с минуту смотрели друг на друга, Рейн начала уходить вместе с девочками. Однако Ариос начал дразнить его, называя никчемным неудачником, который никогда не заслуживал места в их команде. Услышав достаточно, Таня сказала Ариосу, чтобы он перестал оскорблять ее учителя. Но Ариос продолжал называть Рейна никчемным куском дерьма. После того, как он узнал, что Таня дракон, а она кошачий дух, Ариос задался вопросом, почему они следуют за Рейном, а не за ним. Когда он сказал ему, что Рейн их друг, Ариос сказал, что она лжет и что Рейн должно быть ее рабыня. Потому что на самом деле он никогда не видел в Рейн ничего, кроме грязной, бесполезной, уродливой змеи. Эти слова ей совсем не подходили. Так что Каннаби сказал им, что он действительно их хозяин. Так вот, он сказал Рейну, что хочет, чтобы он вернулся в их команду. Так как их последнее путешествие в таинственный лес закончилось безрезультатно, он хотел, чтобы Рейн разведал дорогу, используя свои способности укрощения зверя. Но Рейн сказала ему, что он никогда больше не станет членом их группы. Разозленный его отказом, Ариос снова начал оскорблять Рейна, говоря ему, что его приглашение было большой честью для такого бесполезного дерьма, как он. Оставшиеся герои также оскорбляли Рейна, называя его слабым и жалким неудачником, у которого не было другого места в этом мире, кроме как нести их сумки за них. Услышав эти слова, Рейн разозлился еще больше, но решил просто уйти. Однако Нина перезвонила ему, сказав, что они должны найти щит истины в таинственном лесу, прежде чем король демонов захватит их мир вместе с теми же монстрами, которые разрушили его деревню много лет назад. Рейн не хотел, чтобы мир был разрушен, поэтому он сказал им, что собирается помочь им найти щит. Однако они продолжали оскорблять его, называя медлительным тупым мальчиком, притворяющимся мужчиной. Но когда они уходили, Кнаби и Таня сказали им, чтобы они извинились перед Рейном. После того, как они сказали, что не будут извиняться, глаза Тани загорелись яростью, требуя, чтобы они умоляли на коленях. Иначе она уничтожит их, как глупых чуваков, которыми они являются. Ариос внезапно схватил Рейна за рубашку, назвав его маленькой крысой и сказав, что ему никто не может угрожать. Так что он должен приручить Таню и Канабе, потому что они были грязными домашними животными. Услышав достаточно, Рейн внезапно ударил его кулаком в лицо, сбив его прямо на землю, шокировав героев и заставив Ариоса озираться по сторонам, как будто он был во сне. Однако Рейн по-прежнему была настроена решительно и предупредила его, чтобы он никогда больше не звал животных своего друга. Когда Ариос встал, он вытащил свой меч, вызывая Рейна и его друзей на поединок со своей командой, так что после того, как Рейн согласился, они решили разделиться. Кейп и Август столкнулись лицом к лицу, и когда Август вытащил свой большой клинок и воткнул его в землю, он сказал Кейбу, что он всегда хотел сразиться с кошачьим духом. Поэтому она пообещала победить его. Внезапно она бросилась к нему, удивив его своей скоростью, и сразу же начала бить ногами по его щиту, заставляя его отступить назад. Прежде чем он успел перевести дух, она начала колотить его по клинку своими ударами, приказывая ему сопротивляться. Он тут же ударил своим клинком, но она увернулась от его атаки. Когда он поднял свой меч в воздух, он начал гореть огнем. Он попытался расколоть ее своей мощной секретной техникой, но она просто отбросила клинок ногой. После того, как она стала подразнивать его, называя слабаком, ему стало стыдно, и он сказал ей, что просто разминается. Готовый показать всю свою силу, начал пылать яростной силой. Так что Канабе решила продемонстрировать и свои собственные способности. Однако Август начал дрожать, поняв, что ему никак не удастся победить ее. Когда Канабе бросилась на него, готовая нанести смертельный удар, он задался вопросом, почему кто-то столь могущественный, как она, преследует такого слабого, жалкого неудачника, как Рейн. Так вот, она сказала ему, что Рейн лучший человек, чем все остальные. Она сильно ударила его ногой по голове, отчего он отлетел на дерево. Когда дерево с грохотом упало на землю, я понял, что она, возможно, перестаралась в своей атаке. В то же самое время Таня столкнулась лицом к лицу с Ниной и Лим, но вместо этого она надеялась сразиться с Ариосом, видя, что они вряд ли выглядят достойными противниками. Чтобы проявить себя, они решили сразиться с ней всеми своими силами и призвать силу своих скипетров, обрушив мощный взрыв на нее. Таня. Но она щелкнула пальцами, и взрывы исчезли в воздухе. Увидев ошеломленное выражение на их лицах, Таня начала смеяться над ними. Однако они не хотели смириться с поражением и немедленно выпустили в ее сторону еще один взрыв, но она снова щелкнула пальцами,
в результате чего взрывы исчезли. Когда они задались вопросом, как она отменила их атаки, она сказала им, что обладает магической силой, которая легко разрушает любые заклинания. Однако они продолжали наносить новые удары, а Таня продолжала щелкать пальцами и побеждать их. Так как их атаки не достигали ее, они решили обрушить на Таню могучий ветер и огромный огонь. Но стоило ей еще раз щелкнуть пальцами, как обе атаки исчезли, оставив Нину и Лин полностью опустошенными. Таня решила сделать свою собственную атаку, поэтому она призвала магическое кольцо у себя под ногами, заставив облака потемнеть. Когда в небе появились магические круги, начали появляться гигантские шипы, готовые уничтожить их. Так что Лин и Нина начали плакать, умоляя Таню о пощаде. Когда казалось, что они вот-вот будут уничтожены, Таня внезапно прекратила свою атаку, оставив их падать в обморок от усталости. В лесу Ариос продолжал издеваться над Рейном, называя его никчемным ничтожеством, которое заслуживало того, чтобы быть рабом. Но пока он еще говорил, Рейн ударила его кулаком в лицо и велела заткнуться. Так что Ариос замахнулся на Рейна своим мечом, ударив его по лицу. Он продолжал наносить удары, но Рейн начал уклоняться от его атак. Однако меч разорвал его одежду. Когда Ариос бросился вперед со своим мечом, Рейн перехватил его руку и нанес сильный удар в живот. Рейн тут же бросился на него с мощным ударом, но Ариос едва увернулся от его атаки. Он снова начал рубить своим мечом, но Рейн продолжал уворачиваться от всего. Когда Рейн снова налетел на него, он сказал ему, что его сверхспособности были разблокированы с тех пор, как он связался с Таней и Канаби, и что на протяжении многих лет он изучал движения Ари в бою, что облегчало его атаки. Ожидайте этого. Чувствуя уязвленное самолюбие, Ариос снова нанес удар Рейну, но тот увернулся, и, развернувшись, Рейн ударила Ариоса ногой в живот. Однако Ариос не захотел смириться с поражением и немедленно выстрелил в него молнией, но Рейн отскочил как раз вовремя. Когда он выстрелил в Рейна еще одной мощной молнией, Рейн бросил свой собственный огромный огненный шар, каждый из которых уничтожил другого. Он был удивлен, увидев, что Рейн блокирует его атаку, поэтому решил попробовать другое заклинание. Когда он вызвал магические круги вокруг Рейна, из них начали вылезать огромные шипы. Ариос решил воспользоваться тем, что он отвлекся, и послал в него еще одну мощную молнию. Но, к счастью, дождь обрушил на него мощное пламя, уничтожив его в тот же миг. Бариас бросился к нему с молнией, но внезапно его парализовало на месте, и он упал на землю. Рейн показала ему пчелу, сказав, что она ужалила его ранее во время их драки и стала причиной его паралича. Ариос понял, что проиграл бой, поэтому начал извиняться за то, что оскорбил Рейна и назвал его никчемным куском дерьма. Но Рейн не принял его извинений и ударил его кулаком в лицо, сокрушив землю под ним. После драки Таня и Канабе подбежали к нему и заключили в теплое объятие. Позже в тот же день Ариос и другие герои извинились перед Рейном за все те гадости, которые они ему наговорили. Однако Таня не была удовлетворена их извинениями и накричала на них, так что они извинились еще раз. Ариос сказал Рейну, что щит истины находится глубоко в лесу и защищен могущественными монстрами, требуя, чтобы они немедленно принесли его ему, как только найдут. Потому что он был истинным защитником. Герой, который смог победить короля демонов. Но Канаби тут же накричал на него, сказав, чтобы он ничего от них не требовал. Уже приняв решение, Рейн согласился пойти в лес и найти его. Оказавшись в лесу, Рейн понял, что их карта практически бесполезна, так как в лесу не было четкой тропинки, поэтому он выбросил ее. Канаби и Таня начали задаваться вопросом, действительно ли им следует продолжать поиски, и попытались предложить им вернуться в город. Однако дождь сказал им, чтобы они не боялись, и начал гладить их по головам, чтобы помочь им расслабиться. Он сказал им, что Ариос был единственным человеком, который мог использовать щит против короля демонов, и ради блага жителей деревни он был готов помочь ему. Несмотря на то, что Таня считала, что он ведет себя слишком мило, она пообещала оставаться с ним до тех пор, пока они не выберутся из леса. И Канаби тоже пообещал остаться с ним. После того, как он свистнул, маленькая птичка подлетела к руке Рейна, поэтому он наложил на нее заклинание, надеясь, что это поможет ему перемести его разум в тело птицы, чтобы он мог найти дорогу через лес. После того, как я попросил Кнаби и Таню присмотреть за его телом, он вернулся и улетел в небо, следуя по дороге, которая вела вглубь леса. Когда он проснулся в своем теле, он сказал им, что нашел дорогу, ведущую к щиту, поэтому они последовали по этой дороге. Однако через несколько часов они поняли, что ходили кругами, так как наткнулись на Йеллоустоун, который они уже положили на дорогу несколькими часами ранее, чтобы помочь им найти обратный путь. Танаби задавался вопросом, не свернули ли они не на ту дорогу, но Рейн был совершенно уверен, что видит правильный путь. Таня подумала, что в лесу прячется таинственный дух, из-за которого они сбились с пути. Поэтому она произнесла поисковое заклинание, вызвав красивые магические огни, которые привели их к огромному волшебному дереву. Она сказала, что дерево создавало непреодолимые барьеры вокруг леса, заставляя их каждый раз сбиваться с пути, и что уничтожение дерева было единственным способом пройти через лес. Однако Рейн сказал ей, что он пришел сюда не для того, чтобы уничтожать лес, и попросил ее посадить другое растение. Когда она начала сомневаться в своих других идеях, Канаби внезапно нанес удар кулаком в сторону дерева. Она была всего в нескольких дюймах от него,
когда все они услышали голос изнутри дерева, призывающий их немедленно покинуть лес. Пока они все еще выглядели удивленными, из-за дерева вышла юная фея и направилась к ним. Феи скрывались в течение 200 лет после войны с людьми. Так что Рейн задался вопросом, почему фея открыла ему себя. Но прежде чем он успел закончить свои слова, она потребовала, чтобы они покинули ее дом. Рейн попытался представиться, но она пригрозила уничтожить их всех как тараканов, так что они тут же убежали. Когда они остановились, чтобы перевести дух, Рейн сказал им, что в этой фее было что-то странное, и он был полон решимости вернуться к дереву, чтобы выяснить это. Однако Таня сказала ему, что это была ужасная идея. Так как ее заклинание привело их к дереву, она подумала, что щит был спрятан внутри него. Поэтому она предложила, чтобы Канабе уничтожил дерево, а сама отвлекла фею своей собственной магией. Однако Рейн сказал, что он предпочел бы попробовать еще раз поговорить с феей, даже если это сопряжено с огромным риском. Так что они начали возвращаться к волшебному дереву. Как только он вернулся, Рейн представился фее, сказав, что просто хочет поговорить с ней. Но она снова велела ему уйти. Рейн вспомнил, как много лет назад наткнулся на раненого волка, который, казалось, был готов его проглотить. Но после того, как она залечила свою рану, она стала его другом. Поэтому он был полон решимости проявить к юной фее немного доброты и завоевать ее доверие. Когда она вызвала волшебные стрелы, угрожая убить его на месте, он сказал ей, что не собирается с ней драться. Когда они с Таней попытались встать между ними, он попросил их держаться подальше, готовые принять атаку. Фея была удивлена его самоотверженным поступком, но все же выпустила в него стрелы, разорвав его одежду и поцарапав лицо. Тем не менее, он твердо стоял на своем, твердо решив не убегать. Рейн сказал ей, что он просто хотел задать ей несколько вопросов и не имел никаких намерений причинить ей вред. Но она подумала, что он пришел, чтобы обмануть ее, поэтому она атаковала его еще большим количеством стрел. Однако Кнаби оттолкнул его с дороги, и Таня встала перед стрелами, готовая помешать им причинить ему вред. Они сказали фее, что Рейн был милым человеком, которому нравилось спасать людей, и что он никогда не собирался причинять ей вред с самого начала. Так вот, в конце концов, она представилась как Сора, сказав, что никогда раньше не встречала такого доброго человека, и решила поговорить с ним. Позже, в тот же день после того, как она сказала ей, что они пришли сюда в поисках щита истины, Сора сказал им, что магический барьер в лесу был создан для того, чтобы держать вышли люди, которые искали волшебную деревню. Она сказала, что за щитом не прячутся никакие монстры, а только феи. Когда она вызвала странный свет, то исчезла в нем и вышла со щитом, передав его Рейну. Задаваясь вопросом, нужна ли ей его помощь в ответ, она сказала ему, что передача щита была просто ее обязанностью. Но когда они начали уходить, Рейн понял, что Сору определенно что-то беспокоит. Поэтому он вернулся к ней и сказал, что действительно хочет помочь ей всем, чем сможет. Однако она не хотела раскрывать свои проблемы, но когда Таня и Канаби сказали ей, что Рейн всегда хотела помочь всем, она наконец смогла открыться. Она рассказала им, что ее сестра-близнец была поймана королем демонов во время их короткого визита за пределы деревни, и когда она, попытавшись бороться с ним, она обнаружила, что их магия не может нанести ему ни царапины. Когда монстр попросил ее снести барьер в обмен на ее сестру, она решила сбежать и попросила помощи у деревенского старосты, но он просто сказал ей бросить свою сестру. После того, как Рейн обнаружил, что это чудовище, рыцарь-тень, он сказал им, что это монстр морского ранга, на которого нельзя напасть с помощью магии. Так что это была проигранная битва с самого начала. Когда Сора начала плакать, Рейн вытерла ее слезы, пообещав спасти ее сестру. Она сказала ему, что монстр угрожал убить ее сестру позже той же ночью, поэтому Рейн направилась к выходу и попросила ее подождать позади. Вскоре они нашли рыцаря тени и увидели сестру Соры, руну, висящую на дереве, поэтому все они бросились к нему. Дождь выстрелил в него мощным пламенем, желая сжечь его дотла, но он остался невредим. Когда он издевался над их магией, Канабе взлетел в воздух и ударил его ногой по голове. Рейн последовал за этим сильным ударом, но рыцарь всего лишь отскочил на несколько дюймов назад. После того, как рыцарь-тень понял, что их послал Сора, он со всей силы метнул свой меч в руну, чтобы разрубить ее на куски, но Таня блокировала его атаку своим крылом. После освобождения руны, когда Таня начала улетать, рыцарь попытался напасть на нее. Но Рейн и Канабе ударили его ногой по голове. Рыцарь-тень вызвал могучий ветер из своего меча, уничтожив деревья перед собой. Поэтому Рейн попросил Каниби нанести ему еще один удар, а сам отвлек его заклинанием. Как только она кивнула головой, он отскочил от дерева и начал произносить заклинание, призывающее армию пчел. Когда пчелы отвлекли рыцаря, он попытался разрубить их своим мечом, позволив Рейну наложить еще одно заклинание на Канабе, которое придало ей таинственную светящуюся силу. Она сразу же побежала навстречу ночи, и когда она нанесла смертельный удар ему в грудь, в его теле образовалась дыра. Сердце, заставляя его исчезнуть в тот же миг. Рейн объяснила Канабе, что его заклинание временно увеличило ее силу,
сделав ее атаки гораздо более смертоносными. Таня появилась перед ними и сказала, что Руна жива, но находится без сознания. Однако Руна начала просыпаться, задаваясь вопросом, кто они такие. Так вот, Рейн рассказала, что они пришли, чтобы спасти ее, потому что ее сестра беспокоилась о ней. После возвращения к волшебному дереву Руна и Сора были счастливы снова увидеть друг друга. Поэтому Руна попросила Рейна развить с ней сюжет и почувствовать ее прекрасные лимоны в своих теплых руках. После того, как их покинули собственные соплеменники, Сора сказал Рейну, что они больше не могут оставаться в лесу. Когда она задалась вопросом, куда они могут пойти, Кейп попросил их присоединиться к их команде, и после недолгих уговоров феи согласились последовать за ними. Так вот, Руна сказала Рейну, что ей не терпится почувствовать его древесину в своем ананасе, и попросила его взять их в качестве своих новых жен. Так что Рейн снова сотворил свою магию, укусив себя за палец, как в других священных брачных обрядах, и позволил крови капнуть на его руку, создав маленький магический круг. Когда он начал заклинание, под девочками появился более крупный символ, и таинственные магические кольца начали двигаться вокруг них. Когда они произнесли свои имена, магический круг в руке Рейна перелетел в их собственные руки, чтобы создать еще одну постоянную магическую связь. Открыв глаза, они начали пристально смотреть на магический круг. В результате заклинания у Рейна начала кружиться голова. Но как только он упал, феи тут же подхватили его. На следующий день Рейн прибыл на базу героя и показал им щит истины, но они сказали, что он лжет, удивляясь, как он нашел его всего за несколько дней. После того, как Ариос обвинил его в том, что он принес им не тот щит, Рейн сказал им, чтобы они сами проверили это. Используя свои способности к оценке, Нина обнаружила, что это был настоящий щит, и Ариос начал ревновать, стыдясь своей собственной неудачи в поиске его. Однако он заплатил Рейну за то, что тот нашел щит, но когда Рейн начал уходить, Август попросил его присоединиться к их команде. Он сказал, что они нуждаются в нем в группе, видя, как мало они продвинулись с тех пор, как он ушел. Однако Рейн понял, что они были теми же глупыми, уродливыми, отвратительными сукиными детьми, которые попросили его покинуть команду. Поэтому он сказал им, что ему нравится его новая жизнь. После того, как он ушел, Ариос решил уничтожить его. Позже, в тот же день, когда Нина спросила Рейна, был ли этот герой единственным, кто мог сразиться с королем демонов, он начал рассказывать им историю самого первого героя. Много лет назад, после того, как король демонов подчинил весь мир своим чарам, первый герой посетил богов и, получив их кровь в дар, победил его и, наконец, освободил всех. Однако он верил, что никто не сможет победить короля демонов без крови богов. Но Сора задавался вопросом, почему бы ему не стать героем этого мира, тем более, что он уже обладал уникальными способностями благодаря их магической связи. Стать героем всегда было мечтой всей жизни Рейна, однако он сказал Соре, что ему нужно больше времени, чтобы подумать об этом. На следующий день за завтраком Таня сказала Рейну купить себе новое оружие, так как он потерял свое последнее, спасая Кнаби от убийцы Тигр. Так что позже в тот же день они зашли в оружейный магазин. Руна попросила Рейна купить хлыст, сказав, что хочет почувствовать его хлыст на своем персике и превратить это дерьмо в 50 оттенков серого, но вместо этого он решил выбрать кинжал. Когда он посмотрел на него, то понял, что это был слабый кинжал, который мог сломаться в драке. Но прежде чем он сказал об этом Канабе, в магазин зашел молодой человек и попросил купить самый дорогой меч из когда-либо существовавших. После того, как владелец магазина подарил ему прекрасный золотой меч, он потренировался в нанесении нескольких ударов и ушел сражаться с монстрами. Однако Рейн решил спросить владельца магазина, почему он продал этому человеку дешевый меч, который мог сломаться в бою. Владелец магазина был удивлен, поэтому он сказал Рейну, что они всегда выбрасывали его меч после того, как находили гораздо более блестящий меч. Когда он показывал им некоторые из своих шедевральных мечей, он сказал им, что больше заботится о своих мечах, чем об их золоте, но задался вопросом, как Рейн обнаружил свои мечи, они не годились для битвы. Рейн сказала ему, что он попробовал использовать свои особые способности на ноже, точно так же, как он использовал их на животных, и понял, что это ужасное оружие. Впечатленный его уникальными способностями, мужчина решил сделать из него самый мощный меч, который только мог создать. Однако им нужно было найти специальные кристаллы, необходимые для его изготовления, потому что все его кристаллы таинственным образом исчезли из пещеры. Рейн подумал, что его кристаллы были украдены, и предложил поискать их. Но когда владелец магазина спросил, сколько денег он хочет получить взамен, Рейн сказал ему, что ему не нужны никакие деньги, ему нужен только его меч. Позже в гильдии искателей приключений все были удивлены, увидев десятки искателей приключений, смотрящих на доску объявления о вакансиях. Натали сказала им, что Ариос и группа героев хотят добавить новых членов в свою команду, чтобы помочь им в борьбе с королем демонов. Когда Таня и Кейп начали замечать печальное выражение на лице Рейна, они задались вопросом, не чувствует ли он все еще боль от их предательства, но он начал поглаживая их по головам. Он говорил им, что они для него важнее, чем вечеринка в честь героя. После того, как Сора и Руна представились Натали, Рейн сказал ей, что ему было поручено выполнить новое задание по поиску кристаллов. В тот же день вся команда вместе отправилась в пещеру, взволнованная тем, что она находится недалеко от города. Однако, прежде чем пройти достаточно большое расстояние, Руна и Сора устали и не могли продолжать идти дальше. Поэтому Рейн решил позволить им отдохнуть у озера. Через пару минут Рейн услышала крик и побежала к озеру. Когда он добрался до места, то обнаружил,
обнаружил, что Канаби просто укусила рыба, а все девочки были чертовски голыми, так что они закричали при виде него. Через несколько часов они добрались до пещеры. Рейн заметила странную птицу, летящую в небе, и попыталась рассказать об этом девочкам, но не успела она произнести ни слова, как из пещеры вышли двое мужчин и стали их искать. Надеясь выяснить, что делается в пещере, Рейн велела Кнаби и Тане схватить мужчин, но вместо этого они сбили их с ног до потери сознания. Однако Сора и Руна решили покопаться в их воспоминаниях, и когда они это сделали, то обнаружили, что кристаллы были украдены неким группой искателей приключений. Так что Рейн сказал им, что они собираются войти в шахту. И когда он заметил птицу, подглядывающую за ними сверху, у него появилась идея, кто же этот искатель приключений. Когда они спускались в пещеру, огромное пламя начало лететь к ним, стремясь сжечь все на своем пути, но Сора и Руна немедленно создали магический круг, позволив им блокировать пламя как щит. Воры готовили еще одно нападение, но Руна и Сора вызвали мощное заклинание, которое связало их магическими кольцами, в результате чего их костры погасли. Двое других воров выпустили стрелы в Таню, но она расплавила их своим пламенем. Кейп тут же ударил одного из воров ногой в голову, прежде чем тот успел выпустить еще одну стрелу, в то время как Таня сбила с ног второго вора своим хвостом. После того, как Кейп связал их, Рейн столкнулся лицом к лицу с укротителем зверей, сказав, что они пришли, чтобы схватить его, но укротитель зверей обнажил свой меч. Нож полной решимости убить всех и каждого. Когда он напал на Рейна, Рейн заблокировал его нож и ударил его глубоко в живот, выбив воздух из легких. Его легкие. Однако укротитель зверей тут же произнес заклинание, призвав огромного монстра ранга В, который влетел в пещеру. Он назвал это чудовище Багамусом, сказав, что нашел его, когда оно было еще маленьким, и приручил, чтобы оно выполняло все, что он прикажет. Когда он сказал Багамусу уничтожить всех, оно немедленно полетело в сторону команды, а Рейн едва увернулся, когда оно ударилось о землю и заставило пещеру начать рушиться. Багамус снова попытался атаковать Рейна, но тот уклонился от него на долю секунды. После того, как он уклонился от очередной атаки монстра, камень попал Рейну в плечо, заставив его потерять свои силы. По команде укротителя зверей, Бахемус попытался вбить Рейна в землю, но Канаби вовремя оттащил его в сторону. Она сказала ему, что все были спасены из пещеры, и она вернулась, чтобы сразиться с монстром. Однако Рейн сказал ей вместо этого поймать укротителя зверей, но когда он произнес свои последние слова, укротитель зверей сказал им, что собирается убить их обоих, чтобы защитить свои секреты. В этот момент Бахемус подлетел к Рейну и Канабе, сильно ударив кулаком в землю, но они как раз вовремя отскочили в сторону. Однако он продолжал атаковать Рейна, но тот продолжал уклоняться от ударов. Когда Рейн выстрелил в него огненным шаром, он понял, что тот не пострадал от его атаки. Но пока они отвлеклись, Канаби поймал укротителя зверей. По мере того, как он увеличивал силу своего заклинания, монстр становился все сильнее и начал атаковать Рейна без остановки. Однако Рейн решил проверить свои способности в полной мере, поэтому, когда монстр атаковал его еще раз, он наложил на него новое заклинание и начал контролировать его, шокировав зверя-укротитель. Когда укротитель зверей снова попытался взять монстра под контроль, магический круг в его руке исчез. Внезапно монстр бросился к своему предыдущему хозяину, намереваясь раздавить его кости в пыль, но дождь обрушил на монстра огромное пламя, превратив его в пыль в тот же миг. Он сказал укротителю зверей, что это чудовище не заслуживает места в их мире, потому что его никогда не удастся полностью приручить. Вернувшись в оружейный магазин, Рейн объяснил владельцу магазина, что воры начали красть его кристаллы, потому что он перестал продавать им хорошие мечи. А также они считали это своим способом поквитаться с ним. Так вот, осознав свое ужасное решение продавать хорошие мечи очень немногим людям, владелец магазина в конце концов решил сделать хорошие мечи, которые могли бы купить все желающие. Ему было интересно, какое оружие хотел бы сделать Рейн, поэтому Рейн сказал ему, что ему нужны кинжал и латная перчатка. Несколько дней спустя Руна и Сора решили спросить Рейна, получил ли он какие-либо новые способности после их магической связи, но он сказал им, что не развил ни одной из них. Новые способности. Когда им стало грустно, он сказал им, что счастлив видеть их в своей постели каждую ночь и хочет, чтобы они остались с ним навсегда. Сора удивилась, почему он заботится о них так, как будто он их муж, поэтому он рассказал ей о своем прошлом. Когда он присоединился к группе героев, он постоянно испытывал страх. Поэтому он прятался каждый раз, когда они сражались с монстрами. Однако, когда он начал набираться смелости, они решили выгнать его вон, что сделало его очень одиноким и решительным никогда не позволять своим друзьям чувствовать то же самое. Когда они шли на обед, они наткнулись на молодого высокомерного извращенца Эдгара, сына Господа, который потребовал назвать имена Руны и Соры, сказав, что собирается забрать их домой и стать их новым хозяином. После того, как Руна попросила его оставить их в покое, Эдгар щелкнул пальцами, приказывая своим рыцарям окружить их. Однако дождь сбил их с ног одним ударом. Поняв, что он проигрывает, Эдгар приказал своим рыцарям держать людей в плену, угрожая убить их всех. Сора предложила спасти людей с помощью своей магии. Но Рейн боялась, что люди разбегутся, узнав, что она фея. Поэтому он решил попробовать новую магию и начал вызывать пламя из магических символов, высвобождать его в оставшиеся ночи и сжигать. Это была новая способность, которую он получил от общения с феями,
и он только начал открывать ее для себя. Он ткнул мечом в лицо Эдгару, прося его уйти, так что Эдгар начал убегать, и когда мир наконец восстановился, люди начали благодарить его, называя своим героем. Позже в тот же день Рейн сказал девочкам, что Эдгар был известен как тупой грёбаный извращенец, который захватил в плен маленьких девочек и силой затаскивал их к себе в постель. Когда Таня поинтересовалась, почему его до сих пор не арестовали, Рейн сказал ей, что он был сыном Господа, и все рыцари работали на него. Он сам. Поэтому Таня решила разрушить замок лорда и освободить всех маленьких девочек, которые были захвачены в плен. Но Рейн сказала, что они не могут напасть на дом лорда. Он хотел спасти людей, но боялся рисковать безопасностью Соры и Руны. После того, как Кейп и Таня обнаружили, что он беспокоится о них, они сказали ему перестать вести себя как грёбаный слабак и хоть раз взглянуть в лицо своим страхом. На следующий день Рейн и Кейп посетили гильдию искателей приключений и попросили арестовать Эдгара за попытку убить невинных людей. Но как только он произнес эти слова, позади них появилась группа рыцарей, которые сказали, что Эдгар – величайший святой в мире и его никогда нельзя арестовать. Когда Рейн и Канаби начали идти по улице, они наткнулись на молодую леди Стеллу, которая была вице-капитаном полиции. Армия, представившись, она сказала им, что ей нужна их помощь в аресте Эдгара. Учитывая, что каждую вторую ночь в городе происходит коррупция, ее долгом было уничтожить их всех и восстановить мир в городе. Однако Рейн начала задаваться вопросом, не пытается ли Стелла заманить их в ловушку, но Канабе сказала ему, что ее намерение состояло в том, чтобы помочь своим людям. Поэтому Рейн начала думать о том, чтобы план, как победить продажных рыцарей. По прошествии нескольких дней они разработали отличный план и в конце концов заманили нескольких продажных рыцарей на заброшенный склад. После того, как рыцари вошли внутрь, в воздух полетели стрелы, которые уничтожили их на месте. Капитан крикнул оставшимся рыцарям, чтобы они бежали, но дверь была немедленно запечатана Сорой и Руной, которые находились снаружи склада. Все новые и новые стрелы продолжали лететь, в конце концов убив оставшихся рыцарей. Когда Стелла поинтересовалась, как Рейн нашел перчатку для стрельбы из лука, он сказал ей, что это подарок владельца оружейной лавки. Когда он выпустил последнюю стрелу в сторону капитана рыцарей, надеясь уничтожить его в этот момент, капитан полоснул своим мечом по стрелу и блокировал атаку. Капитан потребовал, чтобы ему сказали, где он находится, поэтому Рейн и Стелла открылись ему сами. Стелла вызвала капитана на поединок и спрыгнула на землю прямо перед ним. Она сказала ему, чтобы он умолял ее о прощении, но он бросился на нее, продолжая рубить мечом, но она блокировала все его атаки. Когда меч капитана взлетел в воздух, он воспользовался тем, что она отвлеклась, и нанес ей мощный удар в лицо, отправив ее влетит на землю и называет ее глупой наивной девочкой. Они бросились навстречу друг другу, и она убила его одним ударом своего меча, оставив его раненым упасть на землю. Внутри замка лорда Ариос появился у окна Эдгара и дал ему таинственное кольцо, чтобы убить дождь. В ту же ночь Стелла, Канаби, Таня и еще несколько рыцарей прибыли в замок, требуя арестовать Эдгара. Однако рыцари, охранявшие ворота, не пустили их внутрь и немедленно вызвали еще 100 рыцарей, чтобы окружить их. После короткого сражения ворота замка распахнулись, и Канаби с Таней вошли прямо внутрь. В то же самое время Рейн и Фей проникли в одну из комнат замка, проскользнув незамеченными. Бруно произнесла поисковое заклинание, надеясь обнаружить местонахождение захваченных маленьких девочек, и вскоре сказала им, что в отдельной камере внизу содержится могущественный высший вид. Так вот, Рейн велел ей и Соре найти оставшихся девочек, а сам тем временем спас обессиленную рабыню. Придя в другую комнату, Рейн обнаружил маленькую девочку треххвостую лисичку, запертую в камере. Она была еще одним высшим существом, полубогом, обладающим магическими способностями. Рейн одним ударом сломал замок камеры и исцелил девочку от ее ран, сказав ей, что он здесь, чтобы спасти ее, и представился сам. Она представилась как Нина и тут же с облегчением бросилась в его объятия. Несколько месяцев назад Эдгар забрал ее из дома после того, как пригрозил убить ее семью, и надел ей на шею мощный ошейник, чтобы она никогда не использовала свои силы для побега. Рейн решил сломать ошейник с помощью заклинания, но заклинание взорвалось у него в руках, заставив его закричать от шока. Однако он смог направить свои внутренние магические силы от Кнаби, Тани и Фей. С помощью нового заклинания он, наконец, победил злой ошейник и освободил Нину. Когда он упал от изнеможения, она подхватила его и со слезами на глазах пообещала остаться рядом с ним навсегда. В то же время Канаби и Таня продолжали уничтожать рыцарей замка снаружи. Когда предводитель рыцарей решил использовать похищенных девочек в качестве заложниц, внезапно по воздуху пронесся огненный дождь,
который в тот же миг жег их. Сора и Руна появились позади Кнаби и Тани, выпустив пламя, и сказали им, что все похищенные девочки были освобождены. Внутри замка, когда Рейн спешил к выходу, он внезапно столкнулся с девочками. Когда они уставились на Нину, Рейн решила представить их друг другу. Но девочки начали подразнивать его, говоря, что он хочет жениться на как можно большем количестве представителей высших рас, которых только сможет найти. Стелла сказала Рейну, что им нужно найти Эдгара до того, как он сбежит из города. Но как только она произнесла свои последние слова, к ним подбежал отец Эдгара с сундуком, полным золота. Когда он сказал, что не собирается сдаваться им, Рейн бросила в его сторону веревку, связала его и стащила вниз по ступенькам. Эдгар внезапно выбежал из дома, сказав, что собирается убить Рейна. Когда он направил свое кольцо в сторону Рейна, из него повалил таинственный дым, превратившийся в грёбаного мрачного жнеца. Прежде чем Рейн успел увернуться от атаки, мрачный жнец вонзил свою косу в сердце Рейна, но тот не пострадал от этого. Пока девочки гадали, что же, черт возьми, только что произошло, Руна решила наложить на Рейна темное заклинание, но он остался невредим. Так вот, она сказала Рейну, что благодаря их магической связи он получил еще одну уникальную способность, которая дала ему защиту от злых чар. Эдгар был сбит с толку, увидев Рейна живым, и начал замышлять другой план. Однако таинственный дым снова вышел из его кольца и начал пожирать его. Рейн решила спасти его и немедленно выпустила гигантский огненный шар в дым, в результате чего замок взорвался. Однако из дыма начала подниматься странная пыль, и великий демон вырвался из неподвижного дыма, благодаря Рейн за то, что она освободила его из тюрьмы. Он сказал, что разрушил деревню Рейна много лет назад и вернулся, чтобы уничтожить весь мир. Поэтому он сразу же улетел, намереваясь уничтожить город. Отчаянно желая спасти людей, Рейн прибыл в город вместе с Кейбом, Таней, Сорой и Руной. После того, как Рейн сказал демону, что он пришел, чтобы убить его, Кейб быстро атаковал его и влетел в стену, чтобы ударить его сзади. Так что Тони отбросила его назад своим хвостом, позволив Рейну связать его веревкой. Однако демон легко разорвал веревку, не пострадав от их атак. Сора и Руна немедленно начали свою собственную атаку, вызвав магические круги над демоном, взорвав его мощным светом. Пока команда ждала, чтобы увидеть, мертв ли король демонов, он случайно вышел из места разрушения. Намереваясь отвлечь их внимание, демон вызвал монстров из-под земли, приказав им напасть на команду. Однако команда уничтожила их всех в одно мгновение, надеясь продолжить свои атаки на него. Когда они праздновали свою маленькую победу, демон вызвал еще больше монстров из-под земли, приказав им снова напасть на команду. Каноби побежал навстречу монстрам, полной решимости победить их, как и предыдущих зверей. Но внезапно демон выстрелил в нее мощным взрывом, отчего она рухнула на землю. Таня выпустила в демона огромное пламя, но он выпустил еще один свой собственный взрыв, одолев ее и заставив закричать от боли. После того, как Рейн исцелила Канована, он поспешил на помощь Тане, но она тут же поднялась с земли, сказав ему, что не пострадала. Демон выпустил в небо мощный взрыв, который обрушился на город и начал сжигать дома, но Рейн была полна решимости победить его и быстро запустила в него полетел сгусток пламени. Однако ни один из них не смог убить демона, поэтому Руна и Сора внезапно выпустили с неба легкую стрелу, которая пронзила демона на месте. Рейн решил воспользоваться преимуществом этой атаки. Поэтому он начал накладывать временное заклинание на Канаби и Таню, наделяя их сверхспособностями. Они полетели к демону, продолжая колотить его кулаками. Когда Руна и Сора призвали мощный свет, чтобы запустить демона в небо, Канаби атаковал его мощным ударом, отчего тот рухнул на землю. Однако демон остался на ногах, сказав им, что их атаки произвели на него впечатление. Как только он щелкнул пальцами, перед их глазами появились тысячи драконов-монстров, и демон начал лететь к небу, готовый уничтожить весь город еще одним разрушительным взрывом. Команда поняла, что взрыв будет очень мощным, поэтому Таня попыталась запустить в демона еще одним пламенем, но оно едва достигло его. Пока Рейн задавался вопросом, как они будут уничтожать монстров и спасать жителей своего города, Сора и Руна сказали ему, что собираются телепортировать всех за пределы города. По мере того, как Канаби и Таня продолжали уничтожать монстров, все больше монстров продолжали нападать на них. Однако несколько искателей приключений решили присоединиться к битве и начали убивать монстров, позволив Рейну, Канаби и Тане побежать навстречу демону. Рейн попытался выпустить в него стрелу, но обнаружил, что демона окружает слишком много монстров. Когда они придумывали способ телепортировать его поближе, Нина внезапно подбежала к Рейну и сказала, что хочет помочь ему сразиться с демоном. Так как Нина обладала способностью создавать мгновенную телепортацию, Рейн подумал, что она будет очень полезна, и начал убегать вместе с ней. Демон решил атаковать Рейна мощным взрывом, но Рейн запустил веревку на крышу и прыгнул на нее, продолжая свой бег и едва не попав в цель, уклоняясь от других атак демона.
Демон выпустил мощный заряд энергии в сторону Рейна, намереваясь уничтожить его в этот момент. Но Нина телепортировала их поближе к демону, позволив Рейну наложить на себя временное заклинание и увеличить свои физические способности. Он сразу же подлетел к демону и начал произносить мощное заклинание, которое связало его магическими кольцами. Внезапно странная темная энергия начала поглощать Рейна, заставляя его кричать от боли. Однако голоса всех его товарищей вспыхнули в его голове, и он начал медленно доминировать над темной энергией, заставляя всех демонов начать повиноваться ему. Потрясенный таким исходом, демон удивился, как Рейн смог контролировать своих собственных монстров. Поэтому Рейн сказал ему, что он был самым могущественным укротителем зверей в мире, и поднял руку к небу, чтобы контролировать остальных демонов. Внезапно демон вырвался из магических колец и бросился к Рейну, чтобы прикончить его, но Рейн приказал монстрам напасть на него. Когда они пожирали демона, они взорвались мощным лучом света. Когда от демона осталась только частичка, он спросил, кто такой Рейн, когда тот исчезал. Но Рейн сказала ему, что он не собирается раскрывать свое имя. Выбившись из сил, Нина потеряла самообладание и начала падать на землю вместе с дождем, но та не сумела поймать их в воздухе, спасая их обоих. Несколько дней спустя Рейн решил добавить в группу еще одну жену, поэтому он порезал палец и вылил каплю своей крови на его руку. После того, как в его руке появился маленький магический круг, он начал еще одно заклинание для своего четвертого гребаного брака. Как только Нина произнесла свое имя, магический круг в его руке перелетел в ее собственную руку на еще одной волшебной свадьбе. На следующий день Рейн познакомился со Стеллой в гильдии искателей приключений. Так вот, она сказала ему, что пришла попросить помощи у нескольких искателей приключений для патрулирования города. Она поблагодарила его за спасение их города и сказала, что он был лучшим мужем для всех своих жен. Несколько минут спустя Натали сказала Рейну, что он получил звание авантюриста ранга С. Рейн подумал, что это было ошибкой, так как вместо этого он должен был перейти в ранг D, но Натали сказала ему, что он получил 2 повышения по службе. После того, как она увидела Нину, Рейн решила представить их друг другу, назвав Нину своей новой женой, и сказала, что его комната больше недостаточно большая для всего. Так что он захотел еще одну комнату для себя. Однако Натали предложила им вместо этого купить собственный дом, где они могли бы жить как одна большая счастливая семья. После того, как девочки сказали, что хотят бороться за свое место на его кухне, Рейн решил купить дом. В тот же день они посетили несколько отвратительных домов в надежде найти дом своей мечты. Но когда они начали задаваться вопросом, смогут ли они когда-нибудь найти место, которое им понравится, в конце концов они наткнулись на идеальный дом. Таня удивилась, почему Натали не показала им этот дом в первый раз, поэтому она сказала им, что в нем обитают призраки. Она боялась призраков и начала дрожать при мысли о том, чтобы переехать сюда. Поэтому Рейн решила найти призраков, прячущихся в доме. Когда они вошли внутрь, то увидели, как двигается мебель, и услышали голос, приказывающий им немедленно уходить. Но они решили остаться и наблюдали, как призрак вышел из-под земли, превратившись в красивую девушку. Сора и Руна решили наложить на призрака очищающее заклинание, но он просто исчез и снова появился на потолке у них на глазах. Сора сказал им, что девочка была не злым существом, а скорее еще одним мистическим существом, которое телепортировалось через всю комнату. Руна сказала, что собирается уничтожить призрака с помощью уникального заклинания, которое уничтожит весь дом вместе с ним. Так вот, девочка-призрак начала кричать, чтобы они покинули ее дом. Поняв, что Канаби единственная, кто боится призраков, девочка-призрак загнала ее в угол комнаты и велела немедленно покинуть дом. Но Канаби поняла, что у призрака нет никаких сил, и полоснула ее когтями по всему телу, преследуя через всю комнату. Девочка-призрак попыталась исчезнуть в стенах, но Сора и Руна остановили ее своими заклинаниями. Когда Рейн попытался попросить ее стать его шестой гребаной женой, девочка-призрак внезапно подлетела к нему, желая овладеть им. Но он остановил ее в воздухе своей уникальной способностью. После того, как Рейн узнал, что она является призрачным духом, он попытался ухаживать за ней с помощью своих плавных реплик с сайта Reddit. Так что она согласилась развивать сюжет вместе с ним. Девочка-призрак представилась как Тина и сказала им, что она перевоплотилась в этот дом после смерти в руках босса-психопата. Когда Рейн надеялся добавить еще жен, он попросил ее выйти за него замуж навсегда, но она подумала, что он просто заинтересован в развитии сюжета вместе с ней. Так вот, Таня сказала ей, что Рейн – самый лучший муж в мире, и это заставило ее в конце концов согласиться стать женой номер 6. Позже, тем же вечером за ужином, Рейн понял, что ему очень повезло, что вокруг него так много жен, и он хотел бы продолжать жить так вечно.